mysterious case of missing power supplies. У нас мистическая ситуация пропажи регулярной These mics use very special power supplies. адаптеров питания, потому что эти микрофоны, к ним полагается особый адаптер для питания. They came from Campagnola, who donated them to us. Thank you. Изначально эти микрофоны принадлежали Камаламале, он их нам пожертвовал. Спасибо ему большое. He also lost the power supply. Но у него тоже была ситуация, когда он потерял к ним Then we very carefully got new power supplies. Затем мы очень тщательно выбирали, нашли подходящие адаптеры для питания. And last October when I left, в прошлом октябре, когда я уезжал, both he and I он и я made sure мы еще we put them in this red case. Лишний раз убедились, что мы положили их, спрятали их в этот красный чемоданчик. And we both said they're there. И мы все их положили, оба убедились, будучи свидетелями, да, они там. So he arrived day before yesterday. И вот он приехал позавчера. We look in the red case to pick them out. И вот мы заглядываем в этот красный чемоданчик, чтобы их там найти. They're not there. Их там просто нет. So we think these power supplies have mystic power. Так что мы пришли к выводу, что эти адаптеры питания обладают мистической силой. They don't like being used. Скорее всего, им не нравится, когда их используют. I think it's the typical battle between those who are of the right brain, the more intuitive, mystical, and that which is purely rational and very mathematical and electrical. Мне кажется, это типичный пример битвы, такой вражды, неприязни между тех, у кого преимущественно работает правое полушарие, которые очень интуитивны, деликатны, и теми, у кого преимущественно левое полушарие, кто больше делает упор на логику, на электрические схемы и так далее. So they transport themselves to some other place. Поэтому те с правым полушарием, они транспортируют себя куда-то подальше, в другое место. Because there's no other explanation. Потому что никакого другого объяснения мы не можем придумать. We can't even conceive that somebody, it's impossible, but somebody would not even try to steal these things because they're so useless for everybody else. Мы даже не можем себе представить, чтобы кто-то попытался их своровать у нас, потому что они, в общем-то, бесполезны для любых других целей. And besides, there's nobody who could have done it anyway. И в любом случае, там, где лежал этот красный чемоданчик, это вообще было невозможно. And that translates to you poor people having to sit here. В результате всего этого вы, бедные слушатели, должны были сидеть целый час и ждать. And for this we are very sorry. И за это мы еще раз очень сильно извиняемся. And with all sincerity we can say it's not going to happen again. Со всей искренностью мы заверяем вас, что этого больше не произойдет. Until it does. Пока, конечно, не произойдет. And we shall again tell you in all sincerity that it'll never happen again. Тогда потом мы опять со всей искренностью будем вас заверять, что этого опять больше никогда не произойдет. And that means we are just as bogus as everybody else. Это означает, что мы такие же, можно сказать, мошенники, как и все остальные. And with that introduction, I have to start talking to you as if I know what I'm talking about. И начиная с таким вступлением, я начинаю говорить с вами о том, о чем как будто бы я знаю, что я собираюсь говорить. Now that's an interesting subject. Это интересная тема. Do I know what I'm talking about? Знаю ли я, понимаю ли я сам, о чем я говорю? Actually, I don't. На самом деле нет. Now, the reason is because I have no idea what I'm going to say. Причина этого в том, что я, когда начинаю говорить, не имею ни малейшего представления о том, что я буду говорить. Now, is that bad? Ну, плохо ли это? Well, it depends. Ну, зависит, как на это посмотреть. It all depends on how this discussion unfolds.
Все зависит от того, как будет развиваться наша беседа, обсуждение. If you like what I say, Если вам понравится то, что я буду говорить, you're not going to think about the fact that I have no idea what I'm going to say. вы, наверное, даже не задумаетесь о том, что я не имел ни малейшего представления, о чем я буду говорить. And if you don't like it, you'll say, oh, just see. А если вам не понравится, то вы лишний раз скажете, ну да, так и нравится, смотрите. But I deal a lot with spiritual mysticism. Но дело в том, что я много имею дело с духовным мистицизмом. And I know that when I have an expectation, Я прекрасно знаю, что когда у меня есть какое-то ожидание, when I have an idea of what should be, когда у меня есть какая-то идея или представление о том, что должно быть, I color completely the event. я начинаю тем самым полностью окрашивать этим ожиданием предстоящее событие. I color the experience. Я окрашиваю этим опыт. But I'm not here for me. Но я здесь не для меня. I'm here for you. Я здесь для вас. So it's in your interests Так что это на самом деле в ваших интересах. that I don't know what I'm going to say when I stand here in the beginning. Я вначале не знал, не представлял себе, о чем я буду говорить. Because it's in your interest that you will tell me what you want to hear. Потому что это в ваших же интересах, чтобы вы сами мне дали знать, о чем мне говорить, вы хотите слышать. But I haven't asked for your opinion. Но я же еще не спросил вашего мнения. But right now I'm just making you comfortable enough so that you'll send it to me. Но пока что я просто привожу вас в достаточно комфортное состояние, чтобы вы начали излучать Because сигналы. that is the mystical process. Потому что этот процесс мистический. It's kind of like a mother who has a child who doesn't speak what the child actually wants. Это похоже на то, как когда у матери есть маленький младенец, который еще даже не может объяснить, что он хочет. All mothers have mystic power. И на самом деле у всех матерей, все обладают они мистической силой. They have been demonstrating it since the birth of their children. И они начинают ее демонстрировать буквально с самого рождения их детей. They developed this honestly mystical connection with the child when the child was still in the womb. И они действительно, честное слово, они устанавливают настоящую мистическую связь с ребенком, еще, иногда еще до того, как он родился. Everybody knows that when children are crying, babies are crying, and fathers and others, they have no clue what's wrong. So they bring it to the mother, and the mother says, "Oh, do this." Всем прекрасно знакома эта ситуация, когда младенец кричит, орет, отец и все окружающие, они вообще не представляют, что с ним делать, чего он хочет. Приходит мама, говорит, да вот ему то-то надо. Because the mother is connected. Потому что мать с ним в контакте, она связана с ним. Now you can define that, if you like, as simply a normal biological function. Ну, если вам нравится, вы можете назвать это просто нормальной биологической функцией. You can say, if you like, this is nothing special. Если хотите, вы можете сказать, да в этом, в общем-то, нет ничего особенного. But the fathers think it's extraordinarily special. Но отцы, которые оказываются в такой ситуации, они-то уверены, что это очень необычная способность. And just regular people like me who see this take place, I go, my God, that's an incredible experience. И посторонние наблюдатели, такие как я, когда мы видим такое, думаем, ух ты, вот это да, какая способность. И это невероятно просто. Every mother has the experience of something mystical happening. И у каждой матери есть опыт того, когда происходит нечто совершенно мистическое. All of us have mystical experiences. У всех из нас, у каждого из нас есть мистический опыт. We just don't recognize them as such. Ну просто, когда он случается, мы не распознаем его таковым. Now, obviously, the rest of us don't have the same experience as a mother would. Ну, конечно, у тех из нас, кто не был матерями, у нас нет такого опыта, как у матерей с младенцами. Let's say somebody is a financier. Ну, допустим, кто-то работает в сфере финансов, финансист. And just has a feeling. И у него каким-то образом бывает просто некое чутье. That stock. What a strange name in 1991. Yahoo.
вот это там какие-то акции, например, и в 1991 году, что за странное название Yahoo? Let me give them some money. Надо вложить туда немного денег. Do you know that very, very good venture capitalists they can smell opportunities? Знаете ли вы, что у самых успешных инвесторов, которые зарабатывают на этом капитал, они буквально чуют чутьем эти бренды или те проекты, в которые стоит вкладывать? That's actually a mystical process. И это на самом деле мистический процесс. They can't explain it to you. Они не смогут вам объяснить этого. They can, of course, give lectures and write books and so on, but the difference between them and everybody else is they smell the opportunity. Они, конечно, наверняка будут вам читать лекции, писать книги об этом, но разница между ними и всеми остальными будет именно в том, что они буквально чуют носом эти возможности перспективные. Very expert detectives Очень опытные следователи, детективы walk into a crime scene and can feel what happened. They visualize it in their mind. Они могут буквально просто прийти первый раз на место преступления и просто увидеть внутри себя образ того, что там произошло, как некий образ картинки. They absorb clues. They absorb things which are out of the ordinary. Они буквально впитывают в себя, поглощают в себя всевозможные намеки, улики, подсказки, все то, что выходит за рамки обычной ситуации. What I'm giving you examples of are people who have focused their attention on something that they care about very much. И те примеры, которые я вам привожу, это примеры тех людей, которые сосредотачивают свое внимание на чем-то, о чем они очень беспокоятся, очень сильно заботятся. The mother cares about the baby, the financier cares about money, the detective cares about solving a crime. Мать, она очень заботится о своем ребенке, а финансист, он очень сильно заботится о том, куда вложить деньги, и следователь также очень беспокоится и заботится о том, чтобы раскрыть преступление. And the difference between anybody who cares about anything is how much you care. И разница между теми людьми, кто вообще о чем-то заботится и беспокоится, именно в том, насколько сильно они заботятся. The intensity of caring. Важна именно эта интенсивность этой заботы. What happens when that intensity manifests? И что происходит, когда проявляется эта интенсивность? Well, your field of concentration focuses very clearly. Ваше поле концентрации, сосредоточения, оно концентрируется очень мощно, очень четко. There's a really nice example in one of India's literatures called the Mahabharata. Есть очень прекрасный пример этого в одном из индийских писаний, которое называется Махабхарата. In the Mahabharata, I mean, I guess a lot of you anyway know what this is. There's a character called Arjuna. В Махабхарате, я уверен, многие из вас слышали об этом. Там есть один из главных героев Арджуна. Now he's my personal all-time favorite character, but that's another thing. Он вообще мой личный, так сказать, кумир всех времен, но это уже другой вопрос. Now he, from a very small child, was trained in the art of archery. Его еще с возраста маленького ребенка тренировали в искусстве стрельбы из лука. Along with his other 4 brothers. Вместе с его 4 другими братьями. And his teacher, his name was Dronacharya, that's not important, was very particular about how he trained Arjuna. И его учитель, его имя было Дроначарья, но это не важно. Он очень особое внимание уделял Арджуне, обучению его. Once someone was wondering, why is he so particular about this person? Однажды кто-то задумался и недоумевал, он стал любопытно, почему он так особо относится именно к Арджуне. So he put a target up at the top of a tree. И он поместил некую цель на верхушке дерева. And he had different people come up and aim their bow and arrow at the target. И несколько учеников, несколько стрельцов, они подходили по очереди и нацеливали стрелу на эту цель. So he asked the first person, "What do you see?" И он спросил первого стрельца, что ты там видишь?
He said, well, I see you, I see the tree, I see the others sitting here, I see the target. Он говорит, ну, я вижу дерево, я вижу там краем глаза вас, других присутствующих, и также вижу в центре цель. Then he asked another person to come. What do you see? Затем он спросил другого стрельца, попросил его нацелиться и спросил, что же ты видишь? I'm shortening the story. Я, так сказать, сокращаю историю. He said, I see the tree and I see the target. И тот сказал, ну, я вижу дерево и вижу цель. He asked Arjuna, И затем он спросил Арджуну, what do you see? что же ты там видишь? Arjuna said, I see the target. Арджуна сказал, я вижу только цель. Dronacharya said, do you see anything else at all? Дроначарья сказал, неужели ты больше вообще ничего не видишь? He says, no, I only see the target. Говорит, нет, я вижу только цель. That's the difference. И в этом разница. His concentration was 100% focused on the target. Его сила концентрации была на 100% сосредоточена на цели. Dronacharya told everybody, do not feed Arjuna at night. И Дроначарья всем сказал, не кормите Арджуну на ночь. When they're out on the battlefields, they have no lights, so do not feed him at night, he said. Там, когда они воевали на поле сражения, у них не было ночью света, и он сказал, не кормите Арджуну вечером. Nobody knew why. И никто не знал, почему. One day, И однажды somebody fed him at night. кто-то покормил его вечером. So he was eating in the dark. Он ел в темноте. Right after that, he left the place where he was eating and was shooting arrows at a target in the dark. И прямо после этого он ушел с того места, где поел, и начал пускать стрелы по целям в полной темноте. And hitting bullseyes every time. И каждый раз он попадал прямо в яблочко. And so Dronacharya came in and said, very good. Так что Дроначарья пришел и сказал, очень хорошо, молодец. Because when he was eating in the dark, he realized he didn't need to see the food. He didn't need to see his mouth. He didn't need to see anything. He knew the process of eating. He knew what to do. Потому что после того, как он поел, в темноте его озарило, он понял, что он не видит, ему не нужно видеть еду, ему не нужно видеть руку, свой рот. Он прекрасно с этим справляется, потому что ему очень хорошо знаком процесс еды. And being an archer, he put one and one together and immediately went out and started shooting arrows in the dark. И будучи искусным лучником, он очень легко провел аналогию и понял, что он также легко, успешно может пускать стрелы по цели в темноте. Now you may be wondering, what does that have to do with you? Ну, может быть, уже не думаете, а какое это имеет отношение к вам? Well, it has everything to do with you. На самом деле это имеет непосредственное, прямое отношение к вам. Last night, I was in the tea museum and I gave a lecture and I ended up speaking about how the divine is closer than you could ever imagine. Вчера мне довелось давать лекцию в музее чая, и в конце концов я обнаружил себя объясняющим то, как божественный, он на самом деле гораздо ближе к нам, чем мы можем себе представить. So close that with just a slight adjustment, you can connect to the divine. Он настолько близко, что требуется всего лишь небольшой сдвиг для того, чтобы прийти с ним в контакт, соединиться с ним. What is the force which makes that happen? И что же это такое за сила, которая позволяет этому происходить, устраивает это? Now let's not try to sugarcoat this. It's a force, it's a power, because it's something you really have to do. И давайте не будем, так сказать, разводить этот момент, скажем прямо, что это действительно некая сила, это действительно некое конкретное действие. It requires focus. И оно требует сосредоточения. It requires concentration. Оно требует концентрации. And intensity of awareness. А также оно требует интенсивности осознания. Now that sounds like an oxymoron. Но это все звучит как оксиморон. Because awareness simply is. Потому что осознание, оно просто есть. It's not something you have to do. Это не нечто, что можно сделать. You don't do awareness. You are aware. Вы не делаете осознание, вы просто есть сознающие. Doing is an action. Awareness
which you are, is a state of being. Делать что-то — это некое действие, в то время как осознавание — это просто состояние бытия, это свойство бытия. A state of being does not depend on intensity of any kind. It just is. И состояние бытия, оно не зависит ни от какой интенсивности, оно просто есть. Yet, it's not. И в то же время это не так. Because it's not just an ordinary thing. Потому что это не просто нечто обычное. Awareness is something that can be cultivated. На самом деле, это осознанность, осознавание — это нечто, что можно культивировать. The detective who walks in the room and just sees it, immediately understands it. Следователи, которые только входят в помещение, видят эту картину преступления, сразу же все понимают. He wasn't born like that. И он ведь не родился таковым. He worked to do it. Он работал над этим. He cultivated his awareness. Он культивировал свою осознанность. He cultivated his perceptions. Он культивировал свои механизмы восприятия. He knows what is important, what is not. Он прекрасно осознает, что важно, что нет. So his consciousness separates the two instantly. И поэтому его сознание, оно отделяет важное от неважного мгновенно. Because his awareness is focused. Потому что его сознание сосредоточено. Focus does not mean a tiny point. Сосредоточено — это не значит какая-то маленькая мелкая точка. Sometimes people make that mistake. Иногда люди совершают эту ошибку. That they think that to focus on something means you focus on something very small, but it's very clear and crystal. Иногда они думают, сосредоточиться — это значит взять какую-то точку и увидеть ее как можно более ярко, отчетливо. You go to the movies. Вы ходите в кино. They focus the image on the screen. Там изображение фокусируется на экране. It's huge. Это огромное It's not изображение. just a point. Это не просто одна точка. Focus has nothing to do with quantity. Поэтому фокусироваться это не имеет ничего общего с количеством. It's a quality. Это качественное. Awareness is a quality. И осознанность — это также качество. You can be more aware, but the more awareness is not a quantitative thing, it's a qualitative thing. Можно сказать, что вы можете быть более осознанны, но это понятие более осознанно, оно не означает количество, оно означает как раз как That manifests quantitatively because you just simply have it more together. Оно может звучать как количественная характеристика, просто потому что это, можно сказать, более лучше у вас получается. And that is attained by intensity. И это как раз достигается интенсивностью. But that kind of intensity is a little bit different than what we usually think about. Но этого рода интенсивность, она немного другая, чем мы привыкли о ней думать. Like seeing, can you really see? To look with your eyes and just see. Например, когда вы видите что-то, действительно ли вы должны при этом так всматриваться всеми глазами, чтобы увидеть? Well, you're gonna, have some red, sore, bloodshot eyes that need 10, really huge glasses. If you do that, because you're going to stretch your eyeballs out of shape. Или вам действительно ли для этого нужны какие-то супермощные линзы? Если вы будете их использовать, у вас могут глаза деформироваться. There's a whole science on how to improve your vision without glasses. На самом деле есть целая отрасль науки, направленная на поиск того, как улучшить зрение человека без And do you know what the basic principle is? очков. И знаете, какой самый базовый принцип там? Being totally relaxed. Вся суть там в том, чтобы помочь человеку полностью расслабиться. You know why your vision goes bad? Знаете, почему вообще зрение портится у людей? Well, I mean the usual nearsighted, farsighted thing. Обычно близорукость или дальнозоркость. It's because our eyeballs squish when our muscles are tense, and it either squishes in this direction or that direction, creating this problem. Все просто потому, что происходит напряжение, спазм мышцы, из-за этого этот хрусталик, он сжимается или растягивается в разных направлениях. So the natural state of vision is purely relaxed. Поэтому естественное состояние зрения, нормальное зрение, когда глаза могут быть полностью расслаблены. What is sight? И что же тогда такое зрение?
how do we see? И как вообще мы видим? You don't do anything. Вы же при этом на самом деле ничего не делаете. You just accept light. Вы просто принимаете свет. The light comes, you accept it. Свет излучается в вашу сторону, он идет к вам потоком, и вы его принимаете. Vision depends on acceptance. И таким образом видение, наше зрение, оно зависит от приятия. We accept energy all the time. И мы постоянно воспринимаем энергию. Because we couldn't see if we didn't. Потому что если этого не происходило, мы бы не могли даже видеть. How about hearing? А как насчет слышания? We accept sound energy. Мы просто принимаем энергию звука. How do you hear better? Как можно вообще лучше слышать? You may focus on a particular sound or focus on a particular area, but the more you struggle to do that, the less you hear it or the less you see it. Вы можете делать усилия, чтобы сосредоточиться на каком-то звуке, чтобы услышать что-то. Но здесь тоже дело в том, что чем больше вы будете напрягаться и стараться, тем меньше у вас это будет получаться. You know, in the yogic process, there's the mantra Om. Знаете, в процессе йоги есть такая мантра Om. Om is a really cool mantra. Om — это, на самом деле, очень здоровская мантра. And they break it down into so many nice, interesting vibrations. На самом деле, люди научились ее раскладывать на столько замечательных, интересных вибраций. In Sanskrit, it's written A-U-M in Sanskrit letters. На санскрите It's 3 letters. в полном варианте она состоит из 3 звуков А, У, М. And so we see it as one syllable, so we think it is that's a word, Om. Но когда мы воспринимаем ее на слух, нам кажется, это один слог, Om. And all over India, you'll find people talk about it in all kinds of different ways. That's not the point. В Индии вы можете обнаружить, как эту мантру описывают всевозможными способами, очень много они говорят, но суть не в этом. But if you start when you start to create the word that's a way to do it. That's a part of the yogic process. Но когда вы действительно вот так вот произносите эти звуки, эти слоги, это как раз именно так надо делать, и это и есть часть процесса йоги. And then that is sustained for a long time. И вот этот конечный назальный звук, он тянется, его специально нужно тянуть очень долго. And some teachers say to ride on the buzz of that Некоторые учителя, cerebral dotted M at the end. Когда учат учеников, они дают такой образ. Они говорят, нужно как бы верхом парить в потоке этого звука назального. With your tongue up on the top of your palate. Когда кончик языка устремлен, касается верхнего неба, и звук уходит вверх в мозг. That's also considered by some yogis as a place of creating nectar in your consciousness. Некоторые йоги, они вообще считают, что там находится специальная точка, орган, который излучает нектар. And what happens? You're listening to the sound. Что происходит? Вы вслушиваетесь в этот звук. At one point, something interesting happens. И в какой-то момент происходит нечто интересное. You no longer hear it. Вы больше его не слышите. It's not that you're hearing anything else. Это не так, что ваш слух переключается на что-то другое. But you have been released by that sound. Но просто этот звук, он словно вас освобождает. Your consciousness floats off of that sound. Отпускает, и ваше сознание начинает парить куда-то. Into another dimension of consciousness. В другие измерения сознания. Because the awareness has been focused by that sound and then released. Потому что ваше сознание, оно фокусируется на этом звуке, и потом с помощью него этот звук он уносит, как бы ваше сознание отпускает, освобождает его. So one just simply hears. И поэтому человек просто слушает. One simply sees. Человек просто видит. But one is simply receiving these energies. Человек просто принимает эти энергии. Just receiving energy. Просто принимает энергии. That way we are born mystics.
Таким образом мы все, и каждый из нас, рождаемся мистиками. But you never think about it. Но вы никогда не задумаетесь об You этом. figure everybody hears, everybody sees, everybody feels or tastes, or it's just normal smelling. It just stuff gets in your nose and you smell it. What's the big deal? Вы видите, все это смотрите и думаете, ну а что тут такого особенного? Все могут чувствовать запах, все слышат, у всех есть слух, зрение, все могут чувствовать. Все это делают, и что здесь особенного? It's biological. Это просто биологические функции какие-то. But actually it's not. Но на самом деле нет. It's a reception. Это не что иное, как рецепция, восприятие. You are accepting light. Вы принимаете свет. So, if you just meditate on that, anytime you like, about how your eyes are just accepting light, when you just relax and just let your eyes relax without any tension in your eyes, like a child would see, you realize you're just accepting light. Если вы просто помедитируете на это, на то, каким образом вы воспринимаете зрительно, как вы просто принимаете свет, так же как ребенок, вы делаете совершенно расслабленно, без напряжения. And the more you accept, the more you can appreciate color and form. Чем больше вы его принимаете, тем больше вы можете оценить по достоинству свет, цвета. Let's talk for a second about seeing with some motive and just simply seeing. Давайте на секунду поговорим, задумаемся о том, разнице между тем, чтобы просто смотреть и смотреть с какой-то мотивацией. What's the difference? В чем разница? Well, when I see with a motive, my mind is involved. Когда я смотрю с какой-то целью, с мотивацией, в это вовлечен мой ум. Or maybe my desires are involved. Или мои желания. I'm looking at something. I may say, oh, that's a very nice looking young lady over there. Я, может быть, смотрю куда-то и думаю, о, какая там красивая, привлекательная девушка. So my looking is motivated. Тогда мой взгляд, он очень сильно мотивирован. And my mind says, wahoo! И мой ум говорит, ух ты, вот это да. And it starts making plans. Он начинает сразу строить планы. I'm going to walk over there and О, say, что я пойду туда, подойду к ней и скажу, хопа. That's a motivated seeing. Это мотивированное зрение. You do it we do it all the time. Мы на самом деле занимаемся этим постоянно. That's a nice watch. О, какие красивые часы. I want that. Я тоже хочу такие. О. The seeing is connected with desire. The seeing is connected with the mind and all kinds of mental processes. Таким образом, наше зрение связано с нашими желаниями, с нашим умом и со всевозможными ментальными процессами. We do it all the time. Мы делаем это постоянно. Watching TV, watching movies, Телевизор, мы смотрим фильмы, reading books, magazines, newspapers, читаем книги, журналы, driving газеты, cars. когда ведем машину. Constant motivation, constant mental activity, even if the lack of it in TV, constantly going on. Постоянно у нас эти желания, мотивация, эти мотивированные действия, когда мы смотрим телевидение, или отсутствие этой мотивации. And when do we simply just accept without the mind? А когда вообще бывает такое, когда мы просто принимаем без вовлечения ума? Sometimes we do it, but it has to be cultivated. Иногда мы это делаем, но суть в том, что это важно развивать, культивировать. We have to be aware of what we're already doing. Мы должны осознавать то, что мы уже делаем. We are already receiving energy. That's a mystical thing. Мы уже принимаем, воспринимаем энергию, это мистический процесс. Not just vision, we're receiving love. Не только зрение, мы воспринимаем любовь. We feel the hatred of someone else. Мы чувствуем на себе ненависть со стороны кого-то. We feel their enviousness. Мы чувствуем их зависть. Or we can be bewildered by their presentation of being our friend when actually they're our enemies. Или нас постоянно смущает и сбивает с толку, как они представляют себя нашими друзьями, в то время как на самом деле мы знаем, что они We're receiving energy all the time. скорее враги, и мы таким образом постоянно воспринимаем энергию.
What is mysticism? Что же такое мистицизм? You may think, if you haven't been following, huh? How does that follow? Если вы как следует не следили за моей мыслью, вы, наверное, уже недоумеваете, а как это вообще связано одно с другим? Mysticism is receiving energy. Дело в том, что мистицизм — это не что иное, как приятие энергии, прием энергии. When I'm in tune in an area, it's just all this information just flows to me. Когда я настроен на какую-то область, ко мне начинает потоком идти вся информация из этой области. Because I'm not blocking it. Просто потому что я ее не блокирую. I'm not thinking. Я не думаю. I stand here, I don't know what I'm going to say. Я здесь стою перед вами, я не знаю, о чем я буду дальше I говорить. honestly did not have one clue what I was going to talk about. Я, честное слово, я вообще не имел ни малейшего представления, о чем я буду сегодня говорить. But all of you want to Но, be able to be something, to have a consciousness, have an awareness, to expand, to experience. все дело в том, что все вы, каждый из вас хочет быть, стать кем-то, иметь более развитое сознание, более расширенную осознанность, более расширенный опыт. That's why you're here. Otherwise, why come listen to me? Именно поэтому вы здесь, иначе зачем бы вы пришли меня слушать? That's all I talk about anyway, in various ways. В конце концов, это и есть все, о чем я говорю, просто разными способами. But my message tonight is, you already do it. Но мое послание вам сегодня в том, что вы уже это делаете. You already do everything you want to do. Вы уже делаете все, что вы хотели бы делать. You're just not aware of it. Просто вы этого не осознаете. Now, isn't that interesting? Разве это не интересно? You're closer than you think. Вы гораздо ближе, чем вы думаете. Because you already do it. Потому что вы уже это делаете. Just the process of vision is already doing it. Посмотрите на процесс зрения, как вы уже это делаете в этом. The difference is the awareness of what you're doing. Разница лишь в осознанности того, что вы делаете. You have a choice. У вас есть выбор. You can go through life mindlessly, or you can go through life mindfully. Вы можете, так сказать, идти по жизни либо беспечно, совершенно ни о чем не заботясь и не думая особо ни о чем, или можете идти по жизни очень осознанно. Interestingly, the activity of the mind when it's mindless is very active and filled with all kinds of thoughts and deviations and stuff. Что интересно и поразительно, когда мы относимся к жизни так беспечно и безрассудно, как раз при этом наш ум больше всего загружен, он отвлекается на всевозможные отвлекающие моменты. And totally weirdly, the activity of the mind in mindfulness is very peaceful and calm. И что еще более поразительно, при более осознанном подходе к жизни, деятельность ума становится гораздо более спокойной и удовлетворенной. Completely opposite that you would expect. Получается совершенно противоположное, чем казалось бы на первый взгляд. But if you think about it, consider it, it's not at all. Но если вы задумаетесь, поразмыслите над этим, это совсем не так уж противоречиво. Mental babble divorces us from experience. На самом деле это наша умственная, ментальная болтовня, она постоянно нас уводит, отвлекает от нашего непосредственного опыта. We all know it. И мы все это прекрасно знаем. Anything you do that's a good experience, if your mind is somewhere else, you don't experience it the same. Все, что бы вы ни делали, даже если это очень какой-то желаемый опыт, если ваш ум при этом отвлечен куда-то, летает где-то в стороне, это все равно, что вы ничего вообще не чувствуете, никакого опыта не получаете. Make an experiment. Проведите эксперимент. Eat. Когда вы ешьте, едите. And pay attention to what's happening in your mind. При этом обращайте внимание, что же происходит у вас в уме. And the relationship between the mind and what you're eating. И обратите внимание на вот взаимоотношения, взаимодействие между тем, что происходит в уме, и непосредственно процессом еды. A lot of people are overweight. Многие люди жалуются, что у них лишний вес. And one of the major factors На самом деле один из главных факторов is not concentrating or paying attention
to what you're eating when you're eating it. Одна из главных причин в том, что люди, они вообще не концентрируются, не обращают внимания на то, что они едят, когда они это едят. What's the worst thing? Sitting in front of a movie screen with a huge bag of popcorn, mindlessly stuffing it in. И что самое ужасное, это сидеть в кино или перед телевизором с огромным ведром попкорна и бездумно просто пихать его себе в рот. The TV screen and the potato chips. Или там экран телевизора и... You may as well hire a robot to just simply pick them out of a bag and stuff them in your mouth, because that's how much attention you're paying to it. И пихать запасы этих картофельных чипсов. Можно на самом деле просто робота даже нанимать, чтобы он пихал вам эти чипсы, потому что это то же самое было. If you were aware of what you were doing, если бы вы осознавали, что вы делаете, you wouldn't enjoy the movie or the TV. Что вы едите, вы бы, наверное, тогда бы вам не удалось наслаждаться тем, что по телевизору. Boy, these are good chips. What just happened? Если вы сидели и думали, какие вкусные чипсы, а что там на экране только что было, я не заметил. You can't taste the chips really and watch what's really happening on the screen. Все дело в том, что вы просто не способны одновременно по-настоящему ощущать вкус этих чипсов и одновременно действительно как следует смотреть за тем, что происходит на экране. Make an experiment. Проведите эксперимент сами. See how our awareness is very much dependent on where we focus it. И обратите внимание сами, насколько наше внимание и осознанность очень сильно зависит от того, на чем мы фокусируемся. How do mystics do their mystic thing? И как же мистики занимаются своим мистицизмом? They have cultivated Они культивировали, развили в себе the art of focusing their awareness искусство фокусировки своего сознания in their desired manner, таким образом, который для них желателен, without mental babble, при отсутствии этой ментальной болтовни, without being diverted. без того, чтобы их что-то или кто-то отвлекал. Each experience is an experience unto itself that is not mixed with multiple layers of experiencing. У них каждый опыт, он самодостаточный, и они сосредотачиваются именно на нем, они совершенно не загружают себя одновременно многими уровнями, слоями опыта. When they're feeling, they're feeling. Когда они чувствуют, они чувствуют. When they're listening, they're listening. Когда они слушают, они слушают. When they're observing, they're observing. Когда они наблюдают, они наблюдают. I know in my own life, I'm not trying to say I'm great at anything, but in my own life, when I observe, I don't make any judgments generally. I mean, I can if I want to, but generally I don't. Я знаю по своей жизни не то, что я себя тут прославляю, но я знаю, что про себя, что когда я что-то наблюдаю, обычно, если специально не стараюсь этого делать, я не делаю никаких суждений. Later on, I remember. Позже бывает, что вспоминаю что-то. And I start maybe analyzing if it's necessary. И если это необходимо, может быть, начинаю анализировать. Now I'm just observing. Например, сейчас я просто поглощаю, наблюдаю. Later on, when I don't have to do this discussion about something that I have no idea what I'm talking about, I will analyze it. И уже потом, позже, когда я не буду здесь стоять в этом состоянии, когда я совершенно не представляю, о чем я буду дальше говорить, уже потом только я позволю себе вспоминать это, как-то анализировать. Because awareness cannot be diffused. Потому что дело в том, что сознание такая энергия, которая не может быть просто рассеяна. As soon as it's diffused, you have lost the capacity to be very aware of something. Как только вы позволяете своему сознанию рассеиваться, вы сразу же теряете способность фокусироваться на чем-то. So I have to concentrate on speaking. Поэтому в данный момент я просто, как сказать, должен концентрироваться на том, чтобы говорить с вами, обращаться к вам. Everything else is shut out. Все остальное просто выключено для меня. There's just the target. Есть только цель.
if you want to be good at something, you want to understand something, you have to have that kind of dedicated awareness. Если вы вообще хотите в чем-то достичь успеха, быть в чем-то успешными, чего-то достичь, очень важно научиться сосредотачиваться на цели. Once I had the opportunity to be in the association of one of the most amazing mentalists I've ever seen. Однажды мне довелось, так сказать, пообщаться с одним из самых поразительных таких вот ментальных людей, которых я когда-либо видел. I was standing next to this guy. I mean, next to. He was standing there. I was standing here. Я стоял прямо перед этим товарищем, я имею в виду буквально вот прямо перед ним в 1 метре. Он стоял там, я здесь. He made a cigarette float in the air, around through his legs, in the back, straight through his hand and into his mouth. What? A cigarette. Just threw it. He didn't throw it. He doesn't smoke, so he lit it. It floated out of his mouth, down through his legs, through the back, and he held his hand like this, and it went right back into his mouth. В общем, у него сигарета упала изо рта, там, так сказать, прокрутилась вот так вот, прошла у него между ног, вернулась с другой стороны, он ее подхватил и обратно в рот. I'm watching it. Я стою и смотрю. My mind is like У меня ум просто чуть не взорвался. flying cigarettes. That's a good one. Я подумал, ого, летающие сигареты? Да, это интересно. So then later on we're eating together. Вот потом мы сидим вместе с ним, кушаем. He's one scary fellow. Я могу сказать, что это довольно пугающий товарищ. The most unfriendly, Наверное, самый недружелюбный, non-social, абсолютно асоциальный тип. no connection whatsoever. Вообще с ним невозможно никакого контакта установить. I felt so uncomfortable. Я почувствовал себя настолько дискомфортно. So I asked, how do you do it? Естественно, я спросил, а как у вас это получается? I knew he wasn't going to tell me a thing, but I asked it anyway, just to break the ice. Ну, я, естественно, понимал, что он мне вообще ничего не расскажет. Ну, просто, так сказать, чтобы разломать этот лед этого молчания. He said, I've been working 8 to 10 hours a day since I was 14 years old. Он сказал, ну, все дело в том, что я над этим работаю по 8-10 часов в день с 14-летнего возраста. The question is, well, what was he doing? Вопрос в том, а что он при этом делал? I don't know, and he's not going to tell me. Я не знаю, он тоже мне не расскажет. But then I started thinking, Затем я задумался, is that cigarette really flying in the air? действительно ли эта сигарета там летает в воздухе? Or did I think it was? Или он заставил меня просто подумать, что это было так? After all, when I was watching it, my brain was like off. В конце концов, когда я это наблюдал, у меня словно выключился мозг. My jaw was on the floor, Моя челюсть отвисла до пола, and I'm just, и я стоял вот так. Ух ты! what has he been doing for 8 to 10 hours a day since he was 14? The guy's 35 or whatever. И вот ему уже 35 лет. А чем же он таким вот занимался с 14 лет по 8-10 часов в день? Maybe he learned how to instantly hypnotize all of us, or something, so that we thought he did that. Может быть, он просто научился как мгновенно нас гипнотизировать всех, чтобы мы думали, что именно это произошло, что мы якобы видели. It was such a fascinating experience for me, how somebody, I mean, I can't imagine doing that. Для меня это был настолько захватывающий образ, потому что я не могу себе даже представить, чтобы я не сделал нечто подобное. I can't imagine spending so much time to have cigarettes flying in the air. И более того, я не могу себе представить, чтобы потратить столько времени тренироваться в том, чтобы сигарета летала в воздухе. Why would I do that? Зачем мне это делать вообще? I like me, what do I like to do? I like to speak, I like to be with people, I like this interaction, I like to play guitar. Ну,
Ну, у меня есть свои интересы, что мне интересно. Мне нравится беседовать с людьми, обращаться к слушателям. Мне нравится музыка, играть на гитаре. So I spend my time doing that. Поэтому я трачу свое время на эти занятия. Why would I do the other thing? I wouldn't. But he wanted to. Зачем мне заниматься чем-то другим? Не зачем, а он хотел этим заниматься. So he just worked at it until he was the most famous mentalist in New York City. Поэтому он просто работал над этим, пока не стал самым знаменитым таким менталистом во всем Нью-Йорке. And he makes a lot of money. И он зарабатывает много денег. But he has no friends. Но у него нет друзей. So, what do mystics do? Итак, что же делают мистики? Well, you know the answer. The same thing. Вы знаете ответ, они делают то же самое. But they concentrate, they focus, they place their awareness in what they want. Все дело в том, что они сосредотачиваются, они фокусируются и направляют свое внимание именно на свои цели, на то, что они хотят. You want to know what other people think? Вы знаете, хотите знать, что думают другие люди? You just let their minds come to you. Если хотите узнать, что они думают, просто позвольте излучению их ума впитываться в вас. You think a psychic is going in there. Вы, наверное, думаете, что эти экстрасенсы все, они какие-то свои там невидимые щупальца куда-то там Most people think like that. погружают. Большинство людей так именно это себе представляют. They're afraid. Поэтому они боятся. You're gonna go into my head. Сейчас он своими щупальцами как залезет мне в голову. Нет. But it's not like that. Но это не так. You just let it come to you. Вы просто позволяете этому излучению проникать в вас. Don't think of a pink elephant. Например, вот сейчас вы не думаете о розовом слоне. Okay, here I am. I'm representing some psychic. Хорошо, вот я, допустим, представляю собой некого такого экстрасенса. You've come to visit me. А вы пришли, так сказать, ко мне, посетить меня на прием. I just sit there. Я там просто сижу. And you tell me everything. И вы сами мне все рассказываете. Your mind just flows over. Потому что ваш ум, он просто излучает, он просто устремляется ко мне потоком. So the psychic tells you what you already know. И по сути, эти экстрасенсы, они говорят вам то, что вы уже знаете. That you don't want to admit. Ну, как правило, это просто то, что вы себе не хотите признаваться о себе в этом. And when you hear it, you go, oh, wow. Когда вы это слышите, вы говорите, о, не может быть. Now you could have saved a lot of money. На самом деле, вы могли бы очень много денег сэкономить. By just listening to yourself. Просто слушая самих себя внимательно. By having faith in yourself. Имея достаточно веры в себя. By admitting whatever it is that you think is so terrible that you never want to know. Признаваясь себе просто в том, что настолько ужасно, что вы ни за что не хотели бы знать о себе. We know so much already. На самом деле мы уже так много всего знаем. Our problem is we keep blocking it out. Наша проблема вся в том, что мы просто продолжаем все это блокировать от себя, отгораживаться от этого. Why doesn't anyone love me? О, почему меня никто не любит? This problem is huge. Эта проблема, она просто потрясающая, огромна. And everyone who feels like that thinks they're the most unloved person on earth. Все, кто так думает, кто так чувствует, они считают себя, наверное, самыми нелюбимыми людьми на земле. And you'll go and you'll ask your friend, what's wrong with me? И вот вы, такой человек, вы идете и спрашиваете своего друга, слушай, а что со мной не так, а? And what's so interesting is that you already know the answer. Что интересно, что вы уже знаете ответ. But you don't want to do anything about it. Вы просто не хотите ничего по этому поводу делать. I know one lady who says this all the time. Я знаю одну женщину, которая постоянно это говорит. Nobody here, don't worry. Это никто из присутствующих, пожалуйста, не беспокойтесь. And she says, why doesn't anyone love me? Она постоянно говорит, почему никто меня не любит? And you try to be friendly. И вы, естественно, стараетесь с ней как-то быть дружескими. And she says, why did you do that?
вы проявляете к ней какую-то такую любовь, дружелюбие, она говорит, а почему ты это только что сделал? Or you do something like a gift or something. Или вы делаете что-то, например, ну, типа подарок ей дарите You какой-то. offer a little advice. Или просто даете какой-то ценный совет. She gets insulted. Маленький, она оскорбляется. And then you ask, why doesn't anyone love me? И после этого она скажет, почему меня никто не любит? Well, every time I do something, you reject it. Каждый раз, когда я что-то хорошее для вас делаю, вы это отвергаете. You question my motives. Как будто вы сомневаетесь в том, что искренне это делаю. You insult me. Тем самым вы просто оскорбляете меня. Hey! Эй! And she knows it. И она это сама прекрасно знает. That's why she does it on purpose. Именно поэтому она это специально делает. She creates that situation Она сама создает эту ситуацию. and then laments about it. Затем погружается в скорбь и причитания по этому поводу. Nobody loves me because I'm a victim. Никто меня не любит, потому что я жертва. Because it's much better than saying, nobody loves me because I don't love me. Потому что это гораздо легче так сказать, чем сказать, ну, никто меня не любит, потому что я себя не люблю. And if I don't love me, why should you love me? Если я себя не люблю, то с какой стати вам меня любить? I'm not good enough to be loved. Я же недостаточно хорошая, чтобы меня любили. But that we can't say because that's honesty. Но это мы себе не можем сказать, потому что это была бы предельная честность. We don't like honesty А мы-то не любим честность. because we're afraid of the truth. Потому что мы боимся правды. So we invent an illusion И поэтому мы изобретаем иллюзии. and we embrace it И мы их принимаем как часть себя. because we think that's in our interest to do so. Потому что мы думаем, что это в наших интересах так делать. But a mystic does not do that. Но мистики вот этого они как раз не делают. A mystic simply accepts. Мистики они просто принимают. Whatever is all that counts. Все, что бы ни было, то, что уже есть, это все, что важно. What I am. То, кто я есть и какой я есть, такой я и есть. If you have a problem with yourself, Если у вас проблемы с собой, you can't be a mystic. вы не сможете быть мистиком. Okay, I'll qualify that. Ну, хорошо, я сейчас пишу это качественно. Some people become very powerful to cause harm to others. Некоторые люди становятся очень могущественными в том, чтобы причинять вред другим. You can go to India and hire people to do, you can go to Haiti and do the same thing. Well, maybe not now. You probably can. You hire people to hurt other people with their power. Пойти в Индию и найти там таких специалистов или на Гаити, или еще где-то, заплатить им деньги, чтобы причинить кому-то вред. Because these people, they use their own negativity. They use the negativity that they live with to do things negatively for economic gain. Потому что эти люди, они просто научились искусству, как использовать свою собственную негативность, с которой они сами живут, которая у них внутри, чтобы направлять ее на других и тем самым зарабатывать деньги. If you valued yourself, Если бы вы ценили себя достаточно, if you loved yourself, если бы вы любили себя, and you actually felt it, если бы вы это действительно чувствовали, you would immediately know the self of others. вы бы сразу же легко бы могли чувствовать и узнавать внутреннюю сущность, личность других людей. You would not be able to hurt others. Вы бы просто не смогли бы причинить вред другим. A mystic is honest, Мистики, они честные. simply wants to know what is. Все, что их интересует, это понимать и знать то, что есть. Sometimes we hear about people with great powers who can do things. Иногда мы слышим о каких-то людях, обладающими каким-то могуществом, которые имеют какие-то сверхспособности. You can't do things unless you know what things are. Но все дело в том, что вы не можете быть способными на эти сверхспособности, пока вы не знаете, что же это на самом деле такое, что за ними стоит. Just like all this jazz we do here with music, it's
incredibly complex. То есть то, что это есть на самом деле, как, например, музыку, которую мы играем, все эти вот аппаратуры, это невероятно сложное все. We can't make that computer what we want it to be. We can't make that instrument what we want it to be. We have to accept what it is. И когда мы пользуемся этим, мы не можем просто взять и заставить этот компьютер быть таким, каким нам бы его хотелось. Мы вынуждены его изучить и понять, какой же он есть, и также этот инструмент. To succeed at this stuff, the first thing we have to do is accept what it is. Чтобы достичь успеха с его помощью, первое, что нам нужно сделать, надо понять, что он из себя представляет, что в нем есть на самом деле. And accept who we are. А также принять, кто мы есть. And accept our limitations. И принять наши ограничения. But not just our limitations. Но не только наши ограничения. We have to accept how good we are. Нам придется принять, насколько мы можем быть, насколько мы хорошие. Because if we don't, you're going to be bored to death. Потому что если мы не будем принимать, насколько мы хорошие, This is really an interesting contradiction. вам будет скучно до смерти. Это вот как раз, Салли, очень интересное противоречие. It's real easy to accept your limitations. Салли, очень легко принять собственные ограничения. Because after all, we already think we're not good enough. В конце концов, мы все и так уже убеждены, что мы достаточно So we хорошие. make a list. We're not good enough because of this and this and Поэтому this. у нас там внутри целый список. Мы недостаточно хорошие. Поэтому, по этой причине. But to make a list of we're good enough because. Но составить список того, почему мы хорошие, потому, To know your good stuff. чтобы знать свои достоинства, свои хорошие качества. When we play music, okay, we're aware of what we can't do, but we're much more aware of what we can do. Например, когда мы играем музыку, да, хорошо, мы осознаем то, на что мы не способны, но мы гораздо больше осознаем и сосредотачиваемся на том, на что мы способны. And because we're improvising every now and then, do you want some better facilities? Может, там лучше какой-то взять. I'm just feeling so badly that you're struggling over there. Я просто чувствую, Okay. как вам неудобно. If we're worrying so much about what we can't do, then we accomplish nothing. We have to always be knowing what we can do, and even more. So sometimes we do something lousy because we're improvising, but then we do something really good. Если мы постоянно только и сосредотачивались на том, на чем мы не способны, ничего хорошего не получилось, но именно благодаря тому, что мы сознаем то, что у нас хорошо получается, иногда даже более того, то иногда бывает, так как мы импровизируем, бывают, конечно, ляпусы, но получается хорошо. Honesty means to accept your limitations and to accept your capacities. И честность означает принимать ваши ограничения и принимать ваши способности. And to build on your capacities. И развивать, строить дальше, шире, вглубь свои способности. You can't build on limitations. Вы не сможете ничего построить на фундаменте своих ограничений. So you have to move towards that which is good about you. Поэтому, если вы хотите чего-то достичь, вы должны устремляться именно в том направлении, где все то, что есть хорошее у вас, Amplify it. и вас и усиливать это, Cultivate it. культивировать это, Present it. презентовать это, представлять это, Without fear. без страха. If somebody accepts it, fine. Если кто-то это примет, здорово, прекрасно. If they don't, fine. Если нет, тоже нормально. So this honesty, this is all about energy. И вот такая вот честность, здесь все дело как раз в энергии. What can I accept? Что я могу принять? Every one of you in this room can feel the spiritual energy. Все, каждый из вас, присутствующих в этой комнате, вы можете чувствовать духовную энергию. But to do that, you need to know it within yourself. Но чтобы это делать, вам нужно знать ее внутри себя. You have to feel what's within you already. Вам нужно чувствовать то, что уже внутри вас. You have to feel the goodness that is within you, that spiritual love, that spiritual goodness. Чувствуйте вот это вот то добро, которое внутри вас, эту духовную любовь, эту духовную благость внутри. You make yourself aware of it. И вы просто позволяете себе осознать, By focusing your attention on the divinity that you are.
сосредотачивая свое внимание на той божественности, которой вы являетесь, by feeling that spiritual essence. чувствуя эту духовную суть. We're going to talk about that more tomorrow. Завтра мы об этом больше поговорим. I can only go so far in one day. Пока что за один день я могу только так продвинуться настолько. Today has been Amplify Awareness Day. Сегодня можем объявить день усиления осознанности. Be aware of how you see. Осознавайте, как вы видите. Be aware of how your mind hijacks your experiences. Осознавайте, как ваш ум, он буквально обкрадывает ваш опыт, он словно угоняет его, как автомобиль ваш собственный. And be aware of why it does it. И также осознавайте, почему он это делает. What the attitude you have about yourself is doing to destroy the experience. И какое именно ваше собственное отношение к себе становится причиной того, что вы разрушаете собственный опыт. And question that attitude. И подвергните сомнению, исследуйте это отношение к себе. Why do I think like that about myself? Почему я так думаю о себе? Who told this to me? Кто мне это все сказал? Why should I accept this? Почему я должен это принимать? One person once told me that 95% of all the thoughts and experiences that we think are about us in a negative way or whatever come from something exterior. Один человек однажды сказал такое наблюдение, что 95% опыта, вот всего того, что мы плохо думаем о себе, все это мы принимаем извне себя. So you have to learn to ask the question, what is this to me? Поэтому очень важно вам научиться задавать себе вопрос по отношению ко всему, чему угодно. А что это вообще значит для меня и какое это имеет отношение ко мне? I think like this. What is this to me? Why? Where did it come from? Я постоянно задумываюсь над этим. А что это для меня значит? Какое отношение это имеет ко мне? Did I originate it? И являюсь ли я источником этого? Or did it come from outside? Или это пришло снаружи? And if so, why? And why do I have to accept it? Если это пришло снаружи, то почему? И почему я должен это принимать? If you think something about me, why do I have to accept it? Если вы даже что-то думаете обо мне, почему я должен это принимать? If you say something about me, why do I have to accept it? Если вы даже скажете что-то обо мне, почему я должен это принимать? If I agree with it, yes. Если я с этим соглашусь, да. If I don't agree with it, no. Это другое дело. Но если я с этим не согласен, нет. But maybe it's not correct, even if I agree with it. Но, может быть, это все-таки будет несправедливо и неправда, даже если я с этим согласен. Maybe I agree with it because I have that conception about me, and you're just recognizing it. Может быть, я соглашаюсь с этим просто потому, что у меня у самого такая концепция себя, и вы это почувствовали и озвучили. So I want you to think. I'm fanning the flames of analytical awareness. И поэтому я хочу побуждать вас задумываться. Я как бы омахиваю, размахиваю, раздуваю у вас этот огонь аналитической осознанности. Every mystic has gone through this process down to the very core of their being. И на самом деле каждый мистик, он проходит через этот процесс до самого ядра своего бытия. They are so honest, they know every... If there's a thought that is not recognized by them, they look at it like this, what is that? Они настолько тщательно осознают себя. Только появляется какая-то мысль, которую они еще не распознали, они сразу же обращают на нее внимание и начинают исследовать. А это что такое? They know their heart. Они очень хорошо знают и осознают свое сердце. Where did that come from? Они смотрят и думают, а это откуда здесь взялось? That's an important issue. Это очень важный момент. A dream. What? Сон какой-то приснился. Чего? Where did that come from? А это откуда взялось? And they do something about it. Затем они делают что-то по этому поводу. You know, they're kind of like obsessive compulsive cleaners of houses.
они иногда похожи на таких людей, страдающих вот этой одержимостью навязчивого поведения. Например, когда человек постоянно чистит свой дом. Nice clean house and there's this spaghetti laying on the floor. У него весь дом уже просто сияет, блестит, и вдруг спагетти на полу оказалось. Where did that come from? А это откуда здесь взялось? But it's important. Но это важно. Spaghetti doesn't just lay on your floor. Спагетти, оно ниоткуда не берется на полу. Especially when it's crooked like that. If it was straight, maybe you dropped it out of a box, okay. Особенно, когда оно такой неправильной формы. Если бы оно было прямое, все ладно, может оно из коробки вывалилось. Where did that come from? Но это откуда взялось? It's important. It's not just, you don't just walk on it and grind it into the floor. So where did that come Это from? важно. Это не просто, что вы не обращаете внимания, наступайте на него и размазывайте в пол. Нет, а это откуда взялось? Awareness, consciousness, perception, all these things. When you have them honestly as your being, you really embrace it. When something external arrives, you really want to know why. What is that doing there? Осознанность, сознание, когда это действительно является частью вас, вашим свойством, как только нечто внешнее проецируется, вы сразу же это чувствуете, осознаете и задаете вопросом, что это, откуда, почему. And the more you know yourself, the more you know what is not you. И тем больше вы знаете себя, тем больше вы сможете распознавать то, что не является вами. The more you know what is you. Тем больше вы будете еще больше знать. And at one point you are just simply like a child absorbing awareness. Все больше знать и понимать, кто же вы и какие вы. И в какой-то момент вы снова станете как ребенок, который просто непосредственно все воспринимает. And like a child focusing awareness on whatever it is you wish to focus on. И как ребенок вы сможете полностью фокусировать свою осознанность на всем том, на что вы сами хотите сосредотачиваться. And doing things that other people could never imagine you do. И тогда вы сможете делать такие вещи, которые другие люди даже не могли себе представить, что вы можете это делать. Because each of you have exactly the same capacity. Потому что на самом деле буквально у каждого из вас есть все те же самые способности. You just have to accept it, work with it, develop it, focus on it. Одинаково мощный потенциал. И все, что нужно, вам нужно распознавать это в себе, сосредотачиваться на этом, развивать это. And it all pivots on simply wanting to. И все это сводится и зиждется всего лишь на том, чтобы действительно хотеть этого. You are great, Вы великие, but not if you don't want to be. но вы не великие, если вы не хотите быть таковыми. And that is that most important decision you'll ever make in your life. И на самом деле это самое важное решение, которое вы когда-либо принимаете в своей жизни. I want to be what I am. Когда вы решаете, я хочу быть тем, кто я есть на самом деле. Because what I am is fun. Потому что тот, кто я есть, это просто здорово. And I accept. И я принимаю. It's a beautiful state. Это прекрасное состояние. And it's the essence of spiritual mysticism. И это и есть как раз суть духовного мистицизма. Tomorrow we're going to talk more about it. Завтра мы еще больше об этом поговорим. Does anybody have any question about this Есть ли у кого-то вопросы subject? об этом, эту тему? You don't have to, but if you do, I'll try to answer. Вы не обязаны иметь вопросы, но если есть вопросы, я постараюсь ответить. То, что плохо получается, надо как-то улучшать. Хорошо, понятно, а вот плохо. It's so clear about good about us, but when we are not good enough at something, should we improve it? I'm not talking about things. Важно понимать, что я здесь не говорю о вот каких-то конкретных там, наших делах, проектах там, или качествах. For example, I play guitar. I will never, ever think I'm good enough. Или вещах, способностях. Например, когда я играю на гитаре, я никогда не позволяю себе сказать, подумать, что я уже достаточно хорошо на ней играю. I must always think I can get better and better. Я всегда должен думать, что я могу лучше и лучше и лучше играть. But I'm not talking about that. That's a thing. Я
не говорю об этом, это относится к миру вещей. I'm talking about me. Я говорю о себе. I am good enough. Я достаточно хороший. I don't mean I'm good enough at that. Я не имею в виду здесь, что я достаточно хороший в чем-то. It's a state of being. Это именно некое состояние бытия. I am good enough. Я есть достаточно хороший. I am spirit. Я есть дух. I am divine. Я есть божественный. The only reason I don't live that way is because I don't think of myself that way, and neither do you. Единственная причина, почему я не живу в соответствии с этим или не живу таким, просто потому что я сам не считаю себя таковым и не позволяю себе делать это. And the whole thing starts with me feeling good enough. И все начинается на самом деле с того, чтобы я почувствовал себя достаточно хорошим, то есть начал к себе относиться Good enough to feel spiritual energy. хорошим, что я достаточно хороший, чтобы чувствовать духовную энергию. I mean it in terms of I deserve it. Я имею в виду именно в категориях того, что я этого заслуживаю. I am good enough. I deserve to be loved. Я достаточно хороший, это значит, что я заслуживаю того, чтобы меня любили. I deserve to connect to the supreme, to the divine, to God. Я заслуживаю того, чтобы вступать в контакт с Божественным, со Всевышним, с Богом. I deserve to connect to others. Я заслуживаю того, чтобы вступать в контакт с другими. Because I am good enough. Потому что я достаточно хороший. Okay, my limitations, Хорошо, мои ограничения, my ego, эго, my desire to be superior to others so that I will feel good about myself because I'm better than someone else. мое желание быть в чем-то превосходить других и чувствовать, что я лучше, потому что у меня что-то лучше получается, чем у других. I'm aware of that. И я это осознаю. But it's not so, because even if I so-called prove myself to be better, it doesn't make me feel better. Но это все не то, потому что я прекрасно знаю, что даже если я кому-то что-то там докажу, какое-то там превосходство, это совсем не будет означать, что я буду себя хорошо чувствовать при этом. So, I am good enough, but I have things, I have issues. Поэтому да, я достаточно хороший, но у меня есть свои какие-то темы, вопросы, проблемы. I'm honest about them. И я просто честный в отношении этого. I'm working on them. Я работаю над ними. But I'm good enough. Ну, я достаточно хороший. These issues don't negate my spirituality. На самом деле все эти темы, вопросы и проблемы, они не отрицают мою духовную природу, мою духовность. The things I'm good at don't amplify my spirituality. И более того, все то, в чем я действительно, так сказать, хороший, превосхожу других, это не усиливает мою духовность. I'm simply good enough. Я просто я просто достаточно хороший. And I accept the divine. Я принимаю божественное. So, okay, I may have some, what do you call it, limitations, I accept. I may have some positivity, I accept. One doesn't diminish me, one doesn't amplify me. Поэтому да, хорошо, у меня есть эти, как вы там называете, ограничения. У меня есть какие-то позитивные, они меня не ограничивают на самом деле. Они меня не уменьшают, не умаляют моего достоинства. У меня есть то, что, так сказать, позитивное обо мне, это тоже меня не усиливает мое достоинство. This is an existential state of being. И на самом деле это некое экзистенциальное состояние бытия. It's the foundation Это базис, это основание, upon which all spirituality grows. на основе которого уже строится вся духовность. Did that help? Это отвечает на ваш вопрос. Откуда вообще у людей берется эта неуверенность в себе? Непринятие себя? Where from it appears in people this being not confident in ourselves initially, originally, where does it come from? Yes. Non-acceptance, you can say. That's why we're here. Ну да, вот именно поэтому мы здесь. It's my opinion.
Ну, это, по крайней мере, мое мнение. We're here in this world of physicality because we thought we're not good enough. Мы оказались здесь, в этом мире физическом, потому что мы подумали, что мы недостаточно хорошие. We put ourselves here. И мы сами себя сюда поместили. Why? Почему? Why did we think that way? Почему мы так подумали? Why did we feel that way? Почему мы так почувствовали? It's our capacity. Ну, это просто одна из наших способностей, это наша потенциальная возможность. We simply did it. Поэтому мы просто это сделали. Now, you can question that. Why would I do such a stupid thing? И, конечно, можете недоумевать, всячески задуматься, с какой стати, зачем я сделал эту глупость? But was it really stupid? Но действительно ли это была глупость? Or was it a very significantly important step in our evolution? Или же, может быть, это был действительно необычайно важный и значимый шаг в нашей эволюции? Let's say you're in a spiritual world. Вот представьте, допустим, вы там в духовном мире. There are no challenges. Абсолютно нет никаких испытаний, Everything's nice. трудностей, проблем, все прекрасно. So, you think you're good enough there. И вы там уверены в себе, вы думаете, я достаточно хороший. But it's never tested. Но это же никогда не подвергается испытанию. It's just a given. Это просто как данность. But what if it wasn't? А что если это не так? Что если бы это было не так? It's actually not. Разве могут у меня быть сомнения? Там. But how can I have doubts there? It's not a doubt. Но это не сомнение. It's not a doubt. Это не сомнение. It's a conviction. Это убеждение. It's not a doubt. A doubt is, Сомнение — это когда вы сомневаетесь. this is a conviction. Это убеждение. I'm not good enough. Я недостаточно хороший. Wherever. There, everywhere. I don't know where. It could be Где anywhere. угодно. Там, сям, где угодно. I don't know if this is true, what I'm saying. Я на самом деле даже не, так сказать, берусь утверждать, что это все правда, то, что я говорю. Makes perfect sense to me. По крайней мере, для меня это имеет Don't take my word for it. совершенный полный смысл, но вы не обязаны мне верить. But I do know that this is the essence of all the problems. Но я действительно знаю, прекрасно вижу, как это является сутью, источником всех проблем. And it seems to me, if this is the essence of all the problems, then that is the reason I'm here. И мне кажется очевидным, что если это является источником всех проблем, то, вероятно, это и есть причина, почему я здесь. But don't take my word for it. Но вам совсем не нужно верить мне на слово. Analyze, be aware, see how you feel, figure it out for yourself. Анализируйте сами, задумывайтесь, осознавайте, обращайте внимание на собственные ощущения, исследуйте. And if you come up with a better idea, tell me. И если вы придете к какому-то более лучшему выводу, обязательно мне сообщите. Ну вот я столкнулась с таким, что когда начинаешь там себя любить и уважать, и понимаешь, что да, ты заслуживаешь там, как вот Хари говорил, того, чтобы там тебя любили, чтобы, ну, как бы, там, коннект с божественным и так далее, очень легко, ну, как бы, из этого сделать, ну, как бы, следующий вывод, что, ну, как бы, начать ожидать этого, ну, как результат того, что ты этого достоин, и, ну, ждать этого от других, и даже требовать, ну, как бы, этого внутреннее, что, как же так, давайте тогда любите меня, если я такой хороший, ну, то есть, как бы, вот, как это, ну, требовать внутренне. Со стороны, и вы не верите тому, что вы себе говорите. Нет, я с Хари спрашиваю, спасибо. Notice that when I've been trying to do to say like more to attain such states of being immediately then comes my expectations or even demands that others should love me, they should. Ну что если я заслуживаю, то я такой хороший, давайте тогда чего. Deserve it, then come on. That's a good one. Хороший вопрос. I gotta think about that. Нужно подумать. I never think about it like that.
А на самом деле никогда так не задумываюсь над этим. When I think that I deserve love, I don't really think I deserve to be loved by people or, the floor. Когда я начинаю чувствовать, что я заслуживаю, в смысле, когда я чувствую, что я заслуживаю любви, я не думаю, что, не ожидаю, что я заслуживаю ее именно от людей, там, или от пола. I think I deserve that love that is already coming to me. Я просто думаю, чувствую, что я заслуживаю ту любовь, которая уже направлена ко мне. It's a different usage of deserve. Это другое просто использование понятия «заслуживаю». Love is already there. Любовь, она уже есть. The divine already is immersing us in that love. И божественное, оно нас уже буквально купает в этой любви. And deserve means that I am fully qualified to just receive it if I just let myself do so. И заслуживаю, это означает, что я позволяю себе, считаю себя достаточно квалифицированным, чтобы просто принимать ее. I don't mean deserve that, oh, I don't have it, it's my right. Я не имею в виду заслуживать в смысле, о, у меня этого нет, и вот у меня теперь есть это право. You see the difference? Видите разницу? It's a very important difference. Это очень важная разница. I'm simply speaking about that which is already there, not that which is not there. Я как раз здесь говорю о том, что уже есть, не о том, чего еще нет. I'm not trying to create that which is not there. I'm just simply trying to be aware of what is there. Я не пытаюсь тем самым создать или вызвать то, чего еще нет. Я пытаюсь осознать как раз то, что уже есть. But that was a very interesting question because I never thought about it like that. На самом деле, это очень интересный вопрос, потому что я никогда не задумывался именно таким образом об этом. It's amazing what you learn in these Поразительно. questions. It's really interesting. Что можно узнать из этих вопросов. Действительно How these интересно. points expand so interestingly. Как все эти моменты можно расширить их. I must say that was a really good question. У нас же действительно очень хороший вопрос. If you don't have more questions, it's okay. We're going to play music. If you have more questions, I'm happy to Если нет answer. вопросов, это нормально. Мы просто будем играть музыку. Если есть вопросы, я отвечу. Can somebody get Shiva, please? Кто-то позовите, пожалуйста, Шиву. А вот существа духовных планов, высших, боги и так далее, они тоже всегда воспринимают нас всегда хорошими. Или они... And it is there in high spheres, gods, those high entities, do they also always perceive us as good? глубинам. That's not the point. That's also the twist of it, just like she did. But there's another kind of twist of it, another very clever twist of it. Дело в том, что суть не в этом, это еще один такой, как бы, другая точка восприятия, так же, как она сделала, изменила точку восприятия, вот это здесь. My being good enough does not depend on any way of anybody else seeing me as good enough. Дело в том, что мое ощущение себя, в том числе достаточно хорошее, оно вообще никак не зависит от того, как кто-то другой считает ли меня или нет достаточно хорошим. And when I mean by good enough, I mean that we have full capacity to just accept, and there's nothing stopping us from doing so except ourselves. Когда я имею в виду, что я достаточно хороший, я имею в виду, что я могу позволять себе на полную мощность вот это свойство принимать, и ничто меня не блокирует, не останавливает мою способность принимать. So from that point of view, yes, divine beings always see us as with that capacity. И с этой точки зрения, да, естественно, божественные существа не всегда осознают, признают нас, эту мощность, потенциал восприятия, эту способность. And they wonder when we're going to stop hurting ourselves. И они смотрят на нас и недоумевают, когда мы перестанем сами себе делать больно. When we're going to stop blocking ourselves. Когда мы перестанем, наконец, себя блокировать. When we're going to start accepting ourselves. Когда, наконец, мы начнем принимать себя. Because they already accept us as we are. Потому что они-то уже принимают нас такими, как мы есть. Depends on who you're talking about. Everybody's an individual, and each of them have their own particular flavor of that.
Все зависит от того, о ком вы говорите, потому что все индивидуальности, у каждого есть свои и, так сказать, привкусы, ароматы. I mean, we may not be that significant to them. Я имею в виду, что может быть там, каждый из нас лично может не быть таким уж значимым для этих существ. We look at ants and we think they're not so significant. Так же, как мы смотрим на муравей, и думаем, да, они не важны, не значимы. But some people, they just help facilitate the ants to make their hills and do their thing. А некоторые люди, они вот утруждаются тем, что помогают муравьям строить свои дороги, возводить там муравейник и так далее. It's all relative. Это все относительно.